В Индонезии есть гора, которую совсем недавно объявили древнейшей пирамидой на Земле. Исследователи утверждали, что внутри нее скрываются камеры, искусственные слои и сооружения, возведенные за 20 тысяч лет до египетских пирамид. Новость облетела весь мир, а затем научный журнал отозвал статью, потому что главная сенсация не выдержала проверки. Но почти одновременно на другом индонезийском острове обнаружили нечто гораздо более древнее. И на этот раз доказательства оказались настолько убедительными, что находка действительно изменила представление о прошлом человека. Рисунок на стене пещеры был создан не менее 67 800 лет назад. Возможно, это самое древнее, надежно датированное произведение наскального искусства из всех известных на Земле. И это только начало. На одном из островов археологи нашли людей ростом около метра, на другом — следы неизвестных существ, пересекавших море больше миллиона лет назад. Под крупнейшим буддийским храмом мира скрывается целый этаж рельефов, который намеренно замуровали еще во время строительства. А крошечный остров, где рос мускатный орех, однажды оказался настолько ценным, что европейские державы закрепили за одной стороной его, а за другой — Манхэттен. Индонезия кажется набором разрозненных островов, но если соединить ее открытие в одну линию, становится видно нечто удивительное. Здесь легенды иногда оказываются ошибкой, иногда искаженной памятью, а иногда реальность превосходит все, что люди успели придумать. Наше расследование начинается на Западной Яве. Среди зеленых склонов округа Чианджур поднимается холм Гунунг-Паданг. Его вершина разбита на несколько каменных террас. По земле рассыпаны тысячи вытянутых столбов из вулканической породы. Одни лежат беспорядочно, другие образуют стены, площадки и проходы. Если смотреть сверху, место действительно напоминает развалины огромного ступенчатого сооружения, которое лес постепенно поглощает. Для местных жителей эта вершина была священной задолго до появления геологов и телевизионных групп. Ее название обычно переводят как «гора света» или «гора просветления». Подобные террасированные святилища в Индонезии называют Пунден-Бирундак. Они связаны с древней традицией почитания предков и священных высот. Поэтому никто всерьез не спорит с тем, что верхние площадки Гунунг-Паданга создавали и перестраивали люди. Спор начинается ниже, внутри самого холма. В начале 2010-х годов команда геолога Данни Хилмана Натави Джаджи провела здесь масштабное исследование. Холм изучали при помощи бурения, георадара, электрического сопротивления и сейсмических измерений. Приборы показали неоднородности. Внутри обнаруживались слои с разными свойствами и зоны, которые авторы работы истолковали как возможные пустоты. Исследователи предположили, что перед ними не обычная гора с древним святилищем на вершине, а огромная многоэтапная конструкция. Осенью 2023 года статья появилась в журнале Archaeological Prospection. В ней допускалось, что древнейшая часть объекта могла быть создана между 25 и 14 тысячами лет до нашей эры. Если бы это подтвердилось, Гунунг-Паданг оказался бы не просто старше пирамиды Джосера. Он возник бы в мире охотников и собирателей задолго до земледелия, письменности и известных монументальных центров. Именно здесь история стала слишком красивой, чтобы ее не проверить особенно тщательно. Археологи и специалисты по датированию обратили внимание на принципиальную проблему. Древний возраст почвы еще не доказывает древний возраст сооружения. Чтобы связать дату с деятельностью человека, образец должен находиться в надежном археологическом контексте, рядом с орудием, очагом, кладкой, обработанной поверхностью или другим однозначно искусственным объектом. В Гунунг-Паданге самые громкие даты получили из органического материала в почве, не связанного с такими находками. Почва могла образоваться естественно задолго до того, как люди поднялись на вершину. В марте 2024 года журнал отозвал статью. Авторы с решением не согласились, однако редакция указала, что датированные образцы нельзя надежно связать с рукотворными конструкциями. Иными словами, приборы действительно увидели сложное строение холма, но из этого не следовало, что весь холм является пирамидой, построенной десятки тысяч лет назад. Громкая сенсация исчезла, сам Гунунг-Паданг остался. На вершине по-прежнему существует настоящий мегалитический комплекс. Его точная история, последовательность перестроек и назначение отдельных площадок исследованы не полностью.
Под землей действительно могут находиться неизвестные элементы, трещины и полости. Но сегодня честный ответ звучит так. Доказательств пирамиды ледникового периода нет. Есть природный вулканический холм, древнее святилище и вопрос о том, насколько глубоко люди изменили его поверхность. И это намного интереснее простого разоблачения. Гунунг Паданг показывает, как легко древний объект превратить в готовую легенду, если начать с желаемого ответа. Но следующая находка Индонезии прошла совсем другой путь. Она выглядела невозможной, выдержала проверку и оказалась еще древнее, чем спорная дата внутри холма. Если вам близки такие археологические расследования, где реальные открытия отделяют от красивых, но недоказанных версий, подпишитесь на «Пульс цивилизаций». Здесь самое удивительное часто начинается именно после проверки. Чтобы увидеть настоящее глубокое прошлое Индонезии, нужно покинуть Яву и переместиться на Сулавеси. Это остров причудливой формы, похожий на несколько длинных полуостровов, соединенных горным центром. На юго-западе Сулавеси лежит карстовый район Марас-Панкап. Из рисовых полей здесь поднимаются светлые известняковые башни, а внутри них скрываются сотни пещер. На их стенах люди оставляли отпечатки ладоней, изображения животных и сцены, смысл которых мы теперь можем лишь угадывать. Долгое время подобное искусство автоматически считали сравнительно молодым. Самые знаменитые палеолитические рисунки были известны в Европе, и именно Европа казалась центром рождения сложного символического мира. Индонезийские пещеры постепенно разрушили эту привычную картину. В пещере Лианг-Карампуанг ученые исследовали сцену с дикой свиньей и несколькими человекоподобными фигурами. В 2024 году ее минимальный возраст оценили примерно в 51 200 лет. Это уже делало сцену одним из древнейших известных примеров изобразительного повествования. Здесь показано не одиночное животное и не случайная линия. Несколько фигур словно участвуют в одном событии. Но в 2026 году появилась новая дата из другой пещеры Сулавеси. Минеральная корка над контуром человеческой руки показала возраст не менее 67 800 лет. Это значит, что человек прижал ладонь к стене, распылил вокруг нее пигмент и оставил узнаваемый знак почти за 30 тысяч лет до росписей знаменитой пещеры Шаве во Франции. Рисунок не похож на современную картину, в нем нет перспективы, пейзажа или подписанного имени. Но жест невозможно не узнать. Человек как будто говорит из глубины времени «Я был здесь». Это открытие важно не только из-за рекорда. Сулавеси лежит восточнее древней линии материковой суши. Даже во времена низкого уровня океана добраться сюда без морских переходов было нельзя. Люди, оставившие следы в пещерах, принадлежали к населению, которое двигалось через островной мир в сторону Новой Гвинеи и Австралии. Они умели пересекать воду, ориентироваться между берегами и передавать знания внутри группы. А теперь мы знаем, что вместе с ними путешествовало и символическое мышление. Получается странный контраст. На Яве 25-тысячелетнюю пирамиду не удалось доказать. На Сулавеси искусство возрастом почти 68 тысяч лет доказали с помощью минерала толщиной в доли миллиметра. Реальная история оказалась древней сенсацией, но заметить ее было сложнее. И все же авторы этих рисунков были не первыми человекоподобными существами в индонезийском архипелаге. Чтобы найти тех, кто появился здесь намного раньше, нужно отправиться на остров Флорес. В сентябре 2003 года индонезийско-австралийская группа продолжала раскопки в известняковой пещере Лиангбуа. Археологи искали следы миграции древних людей к Австралии. На глубине нескольких метров показался маленький череп. Сначала находка выглядела как останки ребенка, однако зубы и кости говорили о другом. Перед исследователями лежал скелет взрослой женщины, ростом чуть больше метра. Ее черепная коробка была необычайно мала. Рядом находились каменные орудия и кости животных. В 2004 году находку описали как новый вид – Homo floresiensis – человек флоресский. Почти сразу его прозвали хоббитом. Слово оказалось удобным, но немного обманчивым. Это был не сказочный народ и не уменьшенная копия современного человека. Строение черепа, запястья, плеч, таза и стоп сочетало признаки, которых вместе не было ни у одной известной человеческой популяции.
Объем мозга был близок к 420 кубическим сантиметрам, однако эти существа изготавливали орудия и выживали в сложной островной среде. После публикации начался многолетний спор. Одни исследователи предполагали, что скелет принадлежал современному человеку с заболеванием, вызвавшим малый рост и необычную форму черепа. Другие указывали, что одной патологией весь набор признаков объяснить невозможно. Новые кости из Лиангбуа усилили вторую позицию. Сегодня Homo floresiensis в основном рассматривают как отдельный древний вид людей. Позднее возраст слоев уточнили. Останки хоббитов относятся примерно к периоду от 100 тысяч до 50 тысяч лет назад. Каменные орудия в пещере охватывают еще больший промежуток, но настоящая загадка находилась не только в Лиангбуа. Примерно в 70 километрах от пещеры в местности Матаменге археологи нашли крошечные зубы и фрагмент челюсти возрастом около 700 тысяч лет. Эти останки принадлежали невысоким древним людям, которые, вероятно, были предками или близкими родственниками поздних хоббитов. А каменные орудия на Флорисе показывают, что человекоподобные существа достигли острова еще раньше, приблизительно 1 миллион лет назад. Флорес никогда не был соединен с материком полноценным сухопутным мостом. Между ним и западными островами оставались морские проливы. Мы не знаем, пересекли ли древние люди воду намеренно на простейших плотах или попали сюда случайно после шторма. Но для возникновения устойчивой популяции одной случайной особи недостаточно. На остров должна была добраться группа, способная продолжить род. Изоляция изменила их. На островах крупные животные иногда становятся меньше, потому что пища ограничена, а мелкие, наоборот, увеличиваются при отсутствии привычных хищников. На Флоресе когда-то жили карликовые стегодоны, родственники слонов, гигантские крысы и огромные птицы. В этом мире человек тоже пошел по пути уменьшения. Рядом с научной историей существует местное предание об Эбу-Гого, небольших волосатых обитателях пещер, которые якобы могли повторять человеческие слова и похищали пищу. Иногда эту легенду представляют как прямую память о Homo floresiensis. Доказательств этому нет. Между известными останками и записанными рассказами лежат десятки тысяч лет. Но само совпадение заставляет задуматься о том, как реальные особенности острова проникают в фольклор. На Флоресе действительно жили маленькие люди. Просто наука узнала о них лишь в начале 21 века. А теперь картина становится еще сложнее. В 2025 году на Сулавеси сообщили о каменных орудиях возрастом более 1 миллиона лет. Их создатель пока неизвестен. Останков рядом не нашли, но Сулавеси, как и Флорес, требовал морского перехода. Значит, задолго до Homo sapiens древние люди или их родственники уже распространялись по островам гораздо успешнее, чем считалось раньше. Они не оставили нам письменных историй, только камни, зубы и пустые пространства между берегами. Но этого достаточно, чтобы увидеть. Море не всегда было стеной. Иногда оно становилось дорогой еще для тех, кого мы привыкли считать слишком примитивными для путешествий. Архипелаг был не окраиной человеческой истории, а огромной лабораторией, где разные виды людей сталкивались с изоляцией, вулканами, морем и меняющимся климатом. Древнейшие жители оставили лишь фрагменты костей, орудия и рисунки. Поздние цивилизации научились превращать целые горы в каменные тексты. В центре Явы находится Боробудур, крупнейший буддийский памятник мира. Его построили приблизительно в VIII и IX веках при династии Шайлендра. Издалека он выглядит как ступенчатая гора. Паломник поднимается от квадратных террас к круглым площадкам, окруженным ажурными ступами, а затем к центральной вершине. Архитектура здесь одновременно является маршрутом. Нижние уровни связаны с миром желаний, средние — с миром форм, верхние — с освобождением от формы. Чтобы прочитать рельефы в правильной последовательности, паломник обходил памятник круг за кругом, постепенно поднимаясь вверх. Но у этой каменной книги есть глава, которую закрыли почти сразу после создания. В 1885 году исследователи обнаружили под видимым основанием более ранний цоколь. На нем находились 160 рельефных панелей. Они изображали поступки людей и последствия этих поступков, раскрывая буддийский закон, причины и воздаяние. Рядом сохранились короткие надписи, вероятно, служившие подсказками мастерам.
Рельефы были выполнены, однако затем вокруг основания возвели массивную каменную оболочку. Почти вся скрытая серия исчезла из виду. Почему строители закрыли собственную работу? Самая практичная версия связана с устойчивостью. Огромная масса камня давила на основание, и дополнительный пояс мог понадобиться, чтобы удержать конструкцию и предотвратить смещение. Другая гипотеза говорит об изменении архитектурного или религиозного замысла. Возможно, первоначальный уровень сочли несоответствующим новой композиции. Проблема в том, что обе причины могли действовать одновременно. В конце XIX века часть оболочки временно разобрали. Фотограф Кассиян Чепас зафиксировал скрытое изображение, после чего камни вернули на место. Сегодня увидеть настоящее раннее основание можно лишь на небольшом открытом участке. Сам Боробудур тоже едва не исчез. После перемещения политического центра Явы и изменения религиозной жизни памятник постепенно оказался заброшен. Его покрывали растительность, почва и вулканический пепел. Местные жители знали о холме с камнями, но внешний мир заново обратил на него внимание лишь в начале XIX века. Расчистка открыла гигантскую поврежденную конструкцию. Вода проникала внутрь, стены деформировались. Во время крупнейшей реставрации во второй половине XX века памятник разбирали по частям, укрепляли основание, создавали дренаж и собирали снова, словно невероятно сложную трехмерную головоломку. И здесь мы подходим ко второй половине нашего расследования. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересны не просто эффектные руины, а история того, что скрывается за ними. Поддержите ролик отметкой «Нравится» и подпишитесь на канал. Впереди город, почти полностью ушедший под деревни. Пирамида, не похожая ни на один храм Явы, и остров, который европейцы поставили рядом с Манхэттеном. Восточнее Боробудура, среди полей и поселений Восточной Явы, лежит Тровулан. Здесь нет одной гигантской постройки, способной сразу объяснить масштаб места. Над землей видны красно-кирпичные ворота, бассейны, фундаменты и отдельные святилища. Но под современным ландшафтом скрываются остатки столицы Маджапахита, одной из крупнейших держав в истории архипелага. Маджапахит возник в конце XIII века. В период расцвета его влияние и торговые связи охватывали значительную часть островной Юго-Восточной Азии. О столице рассказывает яванская поэма «Нагаракертагама», созданная в XIV веке, а также китайские свидетельства. Они описывают двор, кварталы, религиозные сооружения и оживленную жизнь большого города. Долгое время возникал простой вопрос: где все это? Тровулан строили главным образом из красного обожженного кирпича, дерева и других материалов, уязвимых для тропической влаги. Деревянные здания исчезли, кирпич растаскивали, а поверх древних кварталов появились поля, дороги и деревни. Однако археология постепенно вернула городу очертания. Район памятников растянулся примерно на 11 километров с севера на юг и на 9 с запада на восток. Здесь обнаружены монументальные ворота, святилища, жилые участки, мастерские, колодцы, терракотовые фигурки, монеты и импортная керамика. Находки говорят о городе, включенном в международную торговлю. Особенно важна вода. Исследования выявили сеть каналов, резервуаров и плотин. Некоторые линии образуют почти прямоугольную структуру, как будто водная система задавала план целым районам. Огромный бассейн Сигаран, заглубленный комплекс Чанди-Тикус со ступенями и водными элементами, многочисленные колодцы и каналы показывают, насколько тщательно жители управляли влагой в сезонном тропическом климате. Главная потеря Тровулана — дворец. Тексты описывают резиденцию правителей, ворота, павильоны и дворы, но уверенно связать описание с конкретным местом пока не удалось. Возможно, дворцовый комплекс состоял преимущественно из дерева и исчез почти без следа. Возможно, его остатки находятся под современными поселениями. Столица огромной державы лежит перед археологами, но ее центр словно вырезан из карты. Тровулан исчез не в одном катастрофическом событии. Империя ослабла, политический центр сместился, кирпич стал материалом для новых домов, каналы заросли. Через несколько столетий археологам пришлось собирать мегаполис по колодцам, черепкам и линиям, заметным с воздуха. К закату эпохи Маджапахита на Яве появилось сооружение, которое будто намеренно нарушает все ожидания. На западном склоне горы Лаву, на высоте около 900 метров, стоит храм Суккух.
Он не похож на изящные башенные святилища центральной Явы. Главная постройка имеет форму усеченной ступенчатой пирамиды с лестницей, ведущей к плоской вершине. Комплекс поднимается по склону 3 террасами, и посетитель последовательно проходит от нижнего пространства к верхнему. Первое впечатление породило сравнение с храмами Центральной Америки, но внешнее сходство не доказывает контакта между цивилизациями. Ступенчатая форма устойчива, подчеркивает высоту, не превращает подъем в ритуальное движение. Для Сукуха намного важнее местный контекст. Надписи и хронограммы относят строительство к первой половине 15 века, когда Маджапахит приближался к своему закату. В архитектуре и рельефах заметны не только индуистские сюжеты, но и более древние яванские представления о священной горе, предках, очищении и плодородии. Чем выше поднимался человек, тем ближе он оказывался к вершине Лаву, которую воспринимали как особое пространство. Часть изображений Сукуха выглядит необычно откровенной, поэтому комплекс нередко описывают как «храм плодородия». Но в его рельефах могли соединяться темы рождения, очищения, посвящения и перехода. Неясно и то, что находилось на плоской вершине главной постройки. Возможно, там стояло деревянное святилище. В результате Сукух выглядит как лестница, ведущая к исчезнувшей цели. Его реальная загадка не в сходстве с пирамидами майя, а в утраченных обрядах Явы. На Индонезийских островах гора редко бывает просто фоном. Она может быть святилищем, архитектурным образом, источником плодородной почвы и одновременно угрозой. Вулканы уничтожали поселения, меняли русло рек и покрывали храмы пеплом. Но 2 вулкана архипелага создают явления, которые выглядят почти сверхъестественно даже после научного объяснения. На острове Флорес поднимается Килимуту. На его вершине расположены 3 кратерных озера. 2 лежат рядом и разделены узкой каменной стеной, 3 находится немного в стороне. У каждого есть местное имя и собственное место в представлениях о мире умерших. Одно связывают с душами стариков, другое с юношами и девушками, 3 с теми, чьи поступки внушали страх. Необычно не само существование 3 озер, а то, что их цвета меняются независимо. Вода бывает бирюзовой, зеленой, почти черной, бурой, красноватой или светлой. 2 соседних кратера в один и тот же день могут выглядеть как водоемы с разных планет. Местная традиция связывала изменения с настроением духов. Геохимия говорит о вулканических газах, минералах, кислотности и количестве растворенного кислорода. На дне действуют фумаролы. Они поднимают воду, насыщенную соединениями железа, марганца и другими веществами. Когда меняются приток газов, окислительные условия, осадки и циркуляция воды, меняется и видимый цвет. На востоке Явы находится Кавах-Иджен. Внутри кальдеры шириной около 20 километров лежит бирюзовое кратерное озеро диаметром приблизительно километр. Его вода чрезвычайно кислая. Над берегом поднимаются пары, а вокруг трещин накапливается ярко-желтая сера. Но знаменит Иджен другим. Ночью на склоне появляется электрически синее свечение. Его часто называют синей лавой, хотя это неверно. Горит не расплавленная порода, а богатые серой вулканические газы. Выходя из трещин при высокой температуре, они воспламеняются при контакте с воздухом. Часть серы конденсируется в жидкость и продолжает гореть, стекая по камням светящимися потоками. Днем синее пламя теряется в солнечном свете. В темноте здесь работают и добытчики серы. Газ направляют по трубам, он превращается в желтые пласты, которые разбивают и выносят по крутому склону. Поэтому Иджен не только эффектная картинка, но и место тяжелого и опасного труда у края кислотного озера. И все же самая известная индонезийская легенда, ставшая реальностью, родилась не у вулкана. В начале 20 века с малых Зондских островов приходили рассказы об огромной ящерице, похожей на сухопутного крокодила. Она жила на Комодо и соседних островах. Местные жители называли животное Ора. В пересказах чудовище вырастало до невероятных размеров, поэтому колониальные чиновники относились к историям как к обычному фольклору. В 1910 году сообщение решили проверить. С островов доставили фотографии и шкуру. Через 2 года директор зоологического музея в Бейтензорге, нынешнем Богаре, Петер Оуэнс опубликовал научное описание нового вида — Varanus comodoensis.
Комодский варан оказался крупнейшей живой ящерицей планеты. Особенно большие особи приближаются к 3 метрам в длину. Они охотятся на оленей, кабанов и другую добычу, способны долго ждать в засаде и наносить тяжелые укусы. Исследования показали, что действие укуса связано не только с повреждением тканей. У варана есть ядовитые железы, влияющие на давление и свертывание крови. Эти животные живут лишь на нескольких индонезийских островах и на части Флореса. Для внешнего мира дракон был открытием, для жителей островов — давно известным соседом. Научная карта иногда остается пустой не потому, что на месте ничего нет, а потому, что местные рассказы долго не считают достаточной причиной посмотреть внимательнее. Следующая история показывает, почему европейцы все-таки были готовы пересекать половину планеты ради нескольких индонезийских островов. В море Банда лежит небольшой вулканический архипелаг. Сегодня его трудно представить центром мировой политики, но несколько столетий назад именно здесь почти исключительно рос мускатник, дававший мускатный орех и мацис. В Европе пряность ценилась как приправа, лекарственное средство и символ богатства. Между производителем и покупателем существовала длинная цепочка посредников, и на каждом этапе цена росла. В начале 17 века голландская Ост-Индская компания стремилась установить монополию на торговлю мускатом. Это была необычная коммерческая конкуренция. За контроль над деревьями следовали договоры, блокады, насилие и уничтожение местного населения. История богатства Банда одновременно является историей колониальной жестокости. Один маленький остров мешал голландцам завершить систему. Он назывался Рун. Его длина составляла всего несколько километров, но там рос мускатник, а влияние закрепили англичане. На другом краю света голландцы владели Новым Амстердамом на острове Манхэттен. В 1664 году поселение заняли англичане и переименовали в Нью-Йорк. Через 3 года условия Брестского мира закрепили сложившийся контроль. Англия сохранила Манхэттен, а Голландская республика — Рум. Эту историю часто сокращают до фразы «Манхэттен обменяли на остров с мускатным орехом». Формально договор завершал более широкий конфликт и признавал территории, уже захваченные сторонами. Но суть сравнения от этого не исчезает. В 17 веке крошечный Рун действительно мог казаться не менее ценным призом, чем далекое североамериканское поселение. Позднее монополия разрушилась. Мускатник распространился по другим колониям, ценность Руна снизилась, а Манхэттен превратился в один из самых дорогих участков земли в мире. Сделка кажется нелепой только потому, что мы знаем будущее. Для современников выбор определяла экономика их времени. На одном природный холм превратили в святилище, а затем почти превратили в сенсацию о древнейшей пирамиде. На другом человеческая ладонь осталась на стене почти 68 тысяч лет. Флорес уменьшил древних людей до роста ребенка. Ява сохранила Homo erectus, каменную модель буддийской вселенной и кирпичные следы столицы, исчезнувшей под полями. Комодо удержал драконов, которых ученые считали легендой, а Рун на короткое время оказался настолько важен, что его имя вошло в один договор с Манхэттеном. Самая большая ошибка — видеть во всем этом доказательство одной неизвестной сверхцивилизации или единую мистическую тайну. Индонезия удивительна по другой причине. Здесь море снова и снова разделяло людей, животных и культуры, а затем торговля, миграции и катастрофы соединяли их заново. Поэтому прошлое архипелага не складывается в прямую линию. Оно похоже на карту островов. Между отдельными точками остается вода, и каждый переход требует доказательств. Гунунг Паданг учит сомневаться в слишком удобной сенсации. Сулавеси показывает, что осторожная наука способна открыть нечто еще более невероятное. Флорес напоминает, что человеческая история принадлежала не одному виду. Боробудур и Тровулан доказывают, что даже огромные цивилизации могут потерять собственный центр. А Комодо говорит о простой вещи. Легенда заслуживает не слепой веры и не насмешки, а проверки. И, возможно, это лучший способ смотреть на прошлое. Не выбирать заранее между чудом и разоблачением. Не превращать каждую аномалию в доказательство невозможного. Но и не считать, что все главные открытия уже сделаны. Потому что совсем недавно древнейшей сенсацией Индонезии называли спорную пирамиду.
Сегодня у нас есть надежно датированный отпечаток ладони возрастом не менее 67 800 лет. А завтра новая пещера, новый остров или новый слой Земли может снова изменить всю картину. Если этот выпуск заставил вас иначе посмотреть на Индонезию, подпишитесь на «Пульс цивилизаций». И обязательно напишите в комментариях, какая история удивила вас сильнее. Холм, который едва не переписал историю, реальные хоббиты Флореса или остров, оказавшийся сопоставимым с Манхэттеном. До встречи в следующем путешествии.